Приветствую всех на моем очередном мастер-классе. Сегодня он посвящен вязанию спицами. Будем вязать интересный, очень простой узор, который состоит из перекрещивания петель. Это своего рода косы. Кстати, такие перекрещивания очень красиво смотрятся. У меня даже есть на канале уже узор, когда вяжутся жгуты на изнаночной глади. Вот с таким перекрещиванием. Если кому интересно, у вас сейчас ссылка в верхнем правом углу экрана. Перейдите, посмотрите. Узор очень органично смотрится. Я, кстати, для образца еще использовала пряжу нестандартного крошения. Она с вкраплениями. Тоже неплохо смотрится в этом узоре. Изнаночная сторона. Узор подойдет для вязания любых вещей. Он придает такую объемность, фактуру лицевой глади. Можно связать и свитер, и джемпер. И для шапочки тоже будет красиво смотреться, чтобы вязать не простой лицевой гладью, а вот с такими вот перекрещиваниями петель. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 16 и плюс 2 кромочные. Я сейчас провяжу один ряд просто изнаночными петельками в качестве установочного. Первый ряд. Кромочную снимаю. Начинаем вязать раппорт узора. Он будет начинаться с перекрещивания косы. Для этого нить держим перед работой и 3 петли снимаем не провязанными. Выполняем одну лицевую. Затем левую спицу сзади заводим в 3 снятые петли. Провязанную я пропускаю, подхватываю 3 снятые. Правую спицу выдергиваю из 4 петель. Одна петля у меня спускается, я ее надеваю на правую спицу. Затем выполняю 3 лицевые. Выполняем еще одно перекрещивание. Одну петлю снимаю, нить за работой, выполняю 3 лицевые. Теперь, пропустив 3 лицевые, которые мы провязали, подхватываю снятую петлю не провязанной. Выдергиваю правую спицу из всех 4 петель. Вот у меня 3 петли повисло, я их надеваю на правую спицу. Выполняю одну лицевую. Первое перекрещивание готово. Дальше вяжем 8 лицевых. На этом раппорт узора готов. Дальше мы повторяем, вновь выполняем такое же перекрещивание, затем 8 лицевых. И таким образом вяжем необходимое количество раппортов. У меня осталась кромочная петля. Разворачиваем вязание и второй ряд вяжем весь изнаночными петлями. Третий ряд. Кромочную снимаем и приступаем к вязанию раппорта. Вяжем одну лицевую и начинаем выполнять перекрещивание. Для этого 2 петли снимаем не провязанными, нить перед работой, 1 лицевая. Затем левую спицу заводим сзади в 2 снятые петли, провязанную пропускаю, подхватываю 2 снятые. Выдергиваю правую спицу из 3 петель. Спущенную петельку надеваю на правую спицу. Вяжу 2 лицевые. Одну петлю снимаю, нить за работой, 2 лицевые. Пропустив 2 петли, завожу левую спицу в снятую, правую выдергиваю из 3 петель
И спустившиеся 2 петли надеваю на правую спицу. Выполняю 1 лицевую. Затем провязываем 9 лицевых. Раппорт узора готов. Дальше мы повторяем необходимое количество раппортов. У меня остается кромочная петля. Разворачиваем вязание. 4-й ряд выполняем просто изнаночными петлями. 5-й ряд. Кромочную снимаю. Приступаю к вязанию раппорта. 2 лицевые. Следующие 2 петли меняем местами. И надеваю сначала первую петлю, затем вторую. И провязываем их лицевыми. Следующие 2 петли опять меняю местами. Надеваю сначала первую, затем вторую. Провязываю обе петли лицевыми. Затем вяжу 10 лицевых. Раппорт узора готов. Дальше мы повторяем необходимое количество раппортов. И у меня остается кромочная. Разворачиваем вязание. 6-й ряд вяжем изнаночными петлями. Со следующего ряда наш узор сместится на пол раппорта. То есть, если в первом ряду мы начинали с перекрещиваний, а заканчивали 8 лицевыми, то сейчас мы наоборот начнем вязать с лицевых, а заканчивать будем перекрещиваниями. 7-й ряд. Кромочную сняли. Приступаем к вязанию раппорта. Вяжем 8 лицевых. Теперь выполняем перекрещивание точно такое же, как мы делали в первом ряду. Нить перед работой. 3 петли снимаем. 1 лицевая. Подхватываем сзади непровязанные петли. Три лицевые. Лицевую снимаем нить за работой. 3 лицевые. Подхватываем спереди непровязанную петлю. 1. Одна лицевая. Раппорт узора готов. Дальше повторяем. И заканчиваем кромочной. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. 9-й ряд. Кромочную снимаем. Приступаем к вязанию раппорта. Выполняем 9 лицевых. Далее будем перекрещивать нашу косу. 2 петли снимаем. Нить перед работой. 1 лицевая. Подхватываем сзади непровязанные петли. Две лицевые. Петлю снимаем, нить за работой. 2 лицевые. Снятую петлю подхватываем спереди. Вяжем ее лицевой. 1 лицевая. Дальше повторяем раппорт узора. Кромочная петля. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями.
11 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем раппорт. Выполняем 10 лицевых. Дальше 2 петли меняем местами. Надеваем сначала первую петлю, затем вторую. Вяжем их обе лицевыми. Следующие 2 петли опять меняем местами. Надеваем сначала первую, затем вторую. Вяжем их лицевыми. Две лицевые. Раппорт узора готов. Остается кромочная. Разворачиваем вязание. 12 ряд вяжем изнаночными. Раппорт узора в высоту готов. Дальше мы вяжем наш узор, постоянно повторяя с 1 по 12 ряды. У меня на этом все. Если вам понравился такой узор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новый урок. Всем пока-пока!